Давно не виделись. И мы снова отправляемся в Камбоджу. Вот и подошло время нашего очередного визарана. Визаран от английских слов «виза» и «ран» – это способ продления пребывания в стране посредством выезда и въезда в нее. Уже в третий раз для своей вьетнамской перевизы мы выбрали поездку в королевство Камбоджа. Заранее подготовив все необходимые документы, отправляемся из Ничанга в Сиануквиль, город-курорт на юго-западе Кхмерского государства. Из Ничанга до Сайгона, ныне Хошимина, добираемся на Слибасе, очень популярном междугороднем виде транспорта во Вьетнаме. Плюс такого автобуса в том, что в нем можно относительно комфортно поспать, поэтому 8-часовая поездка проходит почти незаметно. Стоимость одного билета на Слибас составляет примерно $8 США. Приезжаем в Сайгон рано утром на улицу Фам-Гу-Лау. В это время из ближайших к ней кафешек работает только Макдональдс, поэтому позавтракать и попить кофе отправляемся в него. В 7 часов утра на улице Фам-Гу-Лау в Сайгоне открываются офисы туристических компаний. В одной из них берем 2 билета на автобус до Пномпеня, столицы Камбоджи. Примерно часа через 2 подъезжаем к границе с Камбоджей. Свои паспорта и $35 отдаем помощнику водителя. Официально камбоджийская виза на месяц стоит $30, но пройти быстрый контроль без взяток лично нам не удавалось ни разу. Сколько ты принесла? Кокаина, героина? Тротила я принесла килограмм. Сразу за границей на территории Камбоджи открывается вид на бесконечные казино. И горный бизнес в этой нищей на первый взгляд стране цветет и пахнет. Сюда, в Камбоджу, распрощаться со своими денежками или наоборот, обогатиться едут со всей Юго-Восточной Азии и не только. Еще часа через 4 прибываем в Пномпень. Пномпень – столица и крупнейший город Камбоджи. Когда-то это был один из самых красивых городов во французской колониальной Азии, но во время многочисленных войн очень многое было разрушено, и в результате Пномпень превратился в типичный азиатский мегаполис с трущобами и высотками. Приехали в Пномпень, приехали на ту станцию, откуда, оказывается, отправляется только Господи. Отсюда отправляется только в Хошимин. И вот мы взяли за $3 штука и едем на станцию, где продаются билеты и ездят автобусы. Я уже русский даже забыл. В общем, едем за билетами. Так, бешеный макет нас привез на автобусную станцию. Здесь мы приобрели билеты до Сиануквиля. И в 4 часа мы отправляемся отсюда на место нашего назначения, поближе к морю. Стаси, как тебе Камбоджа после Вьетнама? Дождей нет. Нет дождей. Вы еще Ничанга не видели?
Вот это одна из центральных улиц, вторая линия, отельная зона. С прибытием в доблестную Камбоджу. Да? Ну ладно, поехали, покажу вам родные пенаты. Сиануквиль или Кампонг Саом – это небольшой городок в 200 тысяч человек с заявкой на развивающийся курорт. Главный его плюс – это пляжи с белым песком и лазурное море. Пляжей несколько. Они растянулись вдоль всей береговой линии почти на 20 километров. Самый популярный из них – центральный пляж Ачутель. Сейчас в Сиануквиле идет активная скупка земель китайцами, которые возводят здесь магазины, гостиничные комплексы и, конечно, казино. В Сиануквиле мы уже во второй раз. До этого были в сентябре, в сезон дождей. Тогда мы, мягко говоря, расстроились, так как ни о каком копе не могло быть и речи. На этот раз, в декабре, погода оказалась совсем другой, а пейзаж на побережье напомнил рекламу Баунти. Да. Вот, друзья, вот, конечно, эта пробка сейчас была не выкопана, но по большому счету, вот конкретно вот такие пробки-то я чаще всего и копаю. Почему? Потому что эта пробка ценная. Она есть совсем крупная. Если видно, маленькие-маленькие баночки нарисованы. Эта пробка дает вам право на еще такую же баночку пива. А почему я их нахожу в море? Потому что такие пробки кладут в карман и идут плавать. Они выплывают из карманов, и я их нахожу. Ну, вот за один поход мой личный рекорд был в том году. У меня было 9 банок, у Сашки было 11 банок. Мы блок пива мы выкопали просто вот пока копали. Вазелин со вкусом клубники Стас использует. И он без клубничного вообще в воду не заходит. Без вазелинчика никак вообще. Так, Жень, еще быстро расскажи. Говна кусок, Оль. Что тут рассказывать? Аккуратно мне это не прокали. Да, сегодня ребятам не повезло. Иглу шприца. Вот такие вот. Это от бенгальска. Спасли чью-то ногу. Да, у меня вьетнамец работал. Ну, он со мной пошел копать. И он такой, блин, откуда это все? Я говорю, ну как вы плаваете, слетаете у вас? Вот, оттуда все это находится. Он так вот поставил. Нет. Это, говорит, все, когда мы ссоримся с девушками, мы специально выкидываем все в море. Не, надеюсь, что завтра мы поедем на пляж, где все расстаются. В общем, сейчас будем кушать, а потом мы пойдем в какой-то местный аутентичный клуб, где все показывают свои... Что они показывают, Наташа, свои способности? Жнёв, что они показывают, способности свои или кого? Что показывает? В клубе показывают, я не вспомню, я могу вспомнить это слово. Способности или что? Таланты. Таланты. Местная дискотека. А чья акустика, чье это вообще? Это вот чуваков, которые, в принципе, зарабатывают здесь только на баре. Их банк. То есть это их музыка, да, вся? Да, они притаскивают, ну, кроме инструментов каких-то, а у тебя там пульт, там есть маленький бородатый, большой бородатый, два бородатых чувака. Конечно, в этом году стало намного больше русских. Вот в прошлом году их было 5 русских. Из этих 5 двое были мы с Олей. Вот это было. Она говорит, да откуда, из России. Откуда?
что-то тут делает. Ничего себе. Good evening. We're going to play a few pieces of music tonight. What you'll hear will be mostly improvised, so I hope you enjoy it. Voodoo child, baby. Right now, I'm a voodoo child. Thank you very much. Так, снимаем. Да, она снимает. В общем, ребята, с Новым годом вас. Надеемся, это выйдет видео раньше Нового года. Ну, конечно, безусловно, это видео выйдет раньше Нового года. Причем оно будет представлено в разных версиях, что будет вдвойне интереснее. Кстати, мы сейчас находимся в гостях у респектовых ребят из ППББ. Да, большое спасибо. Наша банда Копрская наконец-то в сборе. И мы завтра мы покорим Не пляж. думаю, что они это отлично. Ну ладно, ты даже подпишешь тогда. День второй. Помню, кстати, Сверху. Тяжелый. Стасик, это у тебя. у меня нормально все. Я проснулся бодрячком. Если честно, было ощущение, что выкупал какой-то серебряный хит, но это был только первый щит. Такая вот. Опа. Зажим для денег, для будущего. Ну, конечно же, куда без этого. И без этого. Также без этого и без этого. Пипец ты почистил. Как-то это было вот так вот. Сначала, Заколы. когда блеснуло, я сказал, ну здравствуй. Но недолго музыка играла. Слушай, ну прям бриллианты. Чистой воды. А вот, пожалуй, сегодняшний, за первый мой заход, самая интересная находка. Доллар гонконгский. 98-й, да. У тебя как дела? Что за? Телефон. Мобильфон. Samsung. Ты его еще и в сандалю. Ну да. Пустые эти, невыигрышные. А, ну я смотрю, ты тоже, да? Обрыгался. Что за бабочки? Слушай, ну я думаю, Короче, это носили вместе. Вот моя хуйня. Тоже без? Тоже без. Прям мне показалось, мопед нарисован. Без? Да, без. Мопед. Вот, они даже здесь. Нет! Ну как так? Опять это невыносимо уже. Я везучий сукин сын. Дын-дын. Только открыта баночка. И сразу я понимаю, что вторая баночка меня уже ждет. Ну, thank you. Сегодня везет только мне. День второй, попытка номер 2. Да, она так. Давай Желаю удачи. Без золота не возвращайся. Женька говорит, что вот это серебро. Серебро. Ну оно какое-то говнявое серебро совсем. А потом, короче, иду, начинаю копать. Копаю. Глубокий сигнал. Уже со второго скуба. Раз, во что-то уперся. Думаю, какой-то этот камушек посильнее. Бах! Чувствую. Чувствую хрусть. Думаю, блин. Наверное, или телефон, или какая-то херня, блин. Вытаскиваю сначала
вот такую фигню. Думаю, ну блин, точно, что-то я мочканул. А потом думаю, надо найти второй кусок. Нашел второй. Ну, барахло. Мастер пробки. Нашел? Ну, вот такая здоровенная. Сейчас я тебе покажу еще. Там вообще зашатаешься. Вот он, фианит. Покажи. Кстати, Ну, может, думаешь? да, Ну-ка очень, покажи. очень похож. Ну, мне кажется, нет. Дутая, может быть, просто. Ну, это или чистая. Да не, очень легкая. Ну дутая, они очень любят. Итак, попытка номер 2. Девочки, собирайте полностью. Девочка, пойдем плавать. Горизонт не заваливай. Вообще возьму. Опять мне не повезло. Сегодня все лавры мне. Рассказывай. Я письмо. Только я хотел рассказать. Ну вот, собственно, что третий заход, как мы думали, нам улыбнулась удача. А, тут лов написано. Лав. Лав. Причем уже на границе воды. Воды было вот столько. Отлив вечера, прилив утром. Слушай, офигенно. Ты понимаешь, вечером здесь стрёмно как. Да где же ты, твоя? Уплыла обратно. Бля, не хотелось бы, я ее так долго ковырял. Нет, вот. Ну вот, слишком медиа отдает. Ага. Есть смысл камеру-то включать? Ее всегда есть смысл включать. Что там, мопед? Бля, я сейчас одну ощущаю, опять почудился. Меня аж поддергивать начало. Вот она. Вот это? Все, да. А что за Это монетка? какашка? Нет никаких монет. Так это какая-то железка. Все. Вот он, наш улов за сегодня. Еще вот это барахло. И вот такое медная парашка. Железное какое-то колечко. Вот и все. Женек приехал. Да, ехали Женьке за кепкой. Свою дома забыл. Уши, думай об ушах своих. Ну вот они, ухи-то. Зато все вообще загораживает. Да не, она же еще это заламывается, как у этого. Индиана Джонс? Да. Блин, ну все. $4, окей? Окей? $4. Кали. Астаманьяна, Да, какой-нибудь гибрид южноамериканский. Наконец-то у тебя появилась вилка. Место вообще, блин, бешеное. Так как корабли тут, вообще одни гвозди. Так и барахло, пробки, крышки, гвозди. Симка. Да, Симку симку-то заряжен выкинул. Я хотел еще позвонить. Все. Как бы. И Ну и давай. Гвоздь вот. программы. Что это? какое-то колечко со змейкой. Я надеюсь, хотя бы серебро. Ну, похоже. Говно, похоже. говно выстухло. На серебро похоже. Да, это серебро. Ну, клевое. Вот так вот. День открыт.
мусора, блин. Вообще, красавцы. Ну мы сегодня, да, почистили изрядно. Это что это? Я так понимаю, это, по-моему, вообще бензобак. О, Вот она, вторая сова. вторая сова. Целая причем. О, Спас море. Спас море, да. Алло, алло. Вот. Непонятная. Мне кажется, что это старая монета камбоджийская. Так. Ее надо почистить, потому что они давно вышли уже из обращения. Еще одну, кстати, старую монету тоже поднял. Она практически вся стертая, и вот, может быть, она камбоджийская. Слушай, мне кажется, отчетливо видно 2009 год. Отчетливо? Вот там, смотри, 2009. Ну, 2009 там, по-моему, написано, посмотри. Не знаю, чья. Наши так не Это развалили. Рим. До нашей эры, да, 2009, так и написано. Да наша эра, там просто где-то подписочка еще есть. У меня сейчас две монеты. Сейчас вторую, если я не проебал. Банк России 2009, это верх монет. Она расслоилась просто. Но есть другая монета старая какая-то. Да. А ты что нашел? Да. Вот. Так, Таиланд. Таиланд, да. Ну и все. Все? Как все? Ну а ты что? Вот тоже я сегодня прошелся по коняшкам. Коняшка. Старая, древняя. Да, у тебя гвоздик что поболее. Вообще такая, Чернины всякой. Сначала думал старая монета, думаю, вообще крутит. А оказалось, это старая пробка. Думал, мопед нашел, нифига. Что-то написано, 50 S3, что-то. Написано, попробуйте еще раз. О, чувачок. Китайджан. Китайджан, да. Не К сожалению, золотая. новодел. Новодел, да, битая видно. А если что, это вообще не новодел. Можно купить на моем канале. Готов отдать дорого. Там как раз, по-моему, написано то, что это Дисто- при строении этой Нет, стены, в тут честь вот строения стены. написано, вот, династия Цинь, император Янь. Страна Вунь. Здесь они вот, к сожалению, в магазине продаются. Такой у них сохран получше. Такой клевый вообще. Смотри, какой красавец. Смотри, какой красавец. Котик принесет нам сегодня большую удачу. Никогда коты не приносили удачу. Пиво всем. Всем? Всем пиво. Короче, ребята, я понял так. Копай где хочешь и копай все. Вот даже самое, блядь... Ну показывай, все. А, вон, я вижу на пальце. В общем, не стали показывать сейчас вам при этой толпе местных. Но так вполне нормально, да? Пусто. Вообще пусто. Вот это да, вот это я понимаю.
Она точно даже и не думает выходить из воды. К берегу подплыло много каких-то военных кораблей. Мы подозреваем, что сейчас сюда либо кто-то приплывет, либо будет открытие парка, который позади пляжа. Ведутся активные обсуждения в наших рядах, что делать. В общем, тут все у нас оцеплено, берег оцеплен, стоят военные корабли. Полиция ходит по берегу. Обратная дорога у нас тоже отрезана. Там тоже все перекрыто полицией. Так, чтобы сидеть и ждать. Вот, ездят чуваки, проверяют береговую линию. Очкую я. Я хочу попробовать просто взять и зайти в воду, но боюсь последствий, конечно. Вон этот чувак из полиции поставил стульчик, уселся. Самый наш быстро закончившийся коп. Коп, который не успел начать. Мы переместились в другое кафе. Да, мы переместились не в другое кафе, мы переместились уже на другой пляж. И здесь, конечно, нету этих серьезных ребят, которые приплыли на лодке, но зато здесь куча всех других, всех остальных. Вот эти ребята. Ну, эти ребята меня не расстраивают. Да, эти ребята нас даже радуют. Что, Наталья, загораешь? Ладно, потому что я знаю, что завтра их уже не будет. В общем, последние солнечные деньки. Последний день. Плавсредства активно используются камбоджийцами. No, thanks. Ну пойдемте звать Наталью. Что она там? Что же она нашла, да? Да, ее из воды теперь вообще не вытащить. Копает, копает. Телефон, блин, или банку, как 3 погибели там свернули. Ну чё, какие впечатления? отличные, но мало. Так, ну что, где наша Ихтиандра? Она к нам спиной повернулась. Тяжело. Вот упорство не занимает вообще прям. Стопудово буду на килограмм. Метр глубиной. А прикинь, сейчас выходит и золотую цепочку достает. Там 999. до хера там. Стас пошел на помощь. На поиски скуба. Глубоко копала? Да, глубоко копала. Видно, не шевелила, а просто